Всем привет! Мы сегодня с вами свяжем вот такие вот домашние тапочки или слитки крючком. Очень просто вяжутся и довольно-таки быстро можно их связать. Использовать можно как остатки пряжи, также можно использовать носочную пряжу. Я использовала носочную пряжу, длина составляет ее 50 грамм, 210 метров. Я связала двойной нитью. Можно также связать и тоненькие носочки по такому же принципу. Тоже уже как-то я вязала для себя. И тоже они удобные и хорошие получаются. Просто нужно больше прибавлять петель. Для размера 37-40 примерно понадобится грамм 70 шерсти. У кого размер больше, тому понадобится примерно 80 грамм шерсти. Зависит еще, конечно, от ширины ноги. Для этих тапочек я вам советую сделать пробный кусочек. То есть нам нужна мерка вот здесь вот, где самая широкая ширина ноги у нас получается. Вот в этой области нам нужно знать, сколько нам нужно будет провязать петель. Или же вы измеряете и рассчитываете, или же полностью провяжите пару рядов. И посмотрите, сколько вам здесь столбиков с накидом понадобится полностью для вот окружности здесь ноги. Как я уже говорила, носки я вяжу двойной нитью. Использую для этого крючок номер 4. Мы начинаем вязание. Для этого я крючком захожу под нить, поднимаю ее чуть повыше, прокручиваю так вот крючок, держу нить внизу и провязываю первую воздушную петлю. Сильно ее не затягивайте. Теперь провязываю 3 воздушные петли, и в первую воздушную я провязываю столбики с накидом. В первую воздушную петлю я провязываю первый столбик с накидом. И эту петлю можно немножко сделать побольше, растянуть накид, и вот так провязываем столбик с накидом. И провязываем следующие 10 столбиков с накидом. То есть я провязываю 11 столбиков с накидом в первую петлю. И таким образом провязываем все остальные столбики. И теперь я закрываю ряд в третью воздушную петлю, завожу крючок и соединяю ряд соединительной петлей. Протягиваю левую через правую петлю. В середине можно немножко затянуть. И вяжем следующий ряд. 3 воздушные петли. Здесь мы делаем прибавку петель. В каждую вторую петлю этого ряда мы провязываем прибавку петель. Я провязала 3 воздушные петли, и в это же место я провязываю еще один столбик с накидом. В следующую петлю я провязываю 1 столбик с накидом. В следующую петлю я провязываю 2 столбика с накидом. В следующую петлю я провязываю 1 столбик с накидом. И в следующую петлю 2 столбика с накидом. Таким образом мы прибавляем петли. В каждую вторую петлю мы прибавляем 1 петлю. То есть провязываем за место 1 столбика, провязываем 2 столбика с накидом. Вот я провязала петли.
Здесь я провяжу еще одну петлю, чтобы у нас все хорошо закрылось. И теперь закрываю ряд. Здесь сверху в третью петлю, воздушную петлю, завожу крючок и провязываю соединительную петлю. И в общем я провязала в этом ряду 19 столбиков с накидом. И теперь мы вяжем следующий ряд. 3 воздушные петли. И в это же место, где я провязала воздушные петли, я провязываю еще один столбик с накидом. В следующую петлю я провязываю один столбик с накидом. И во вторую петлю я провязываю 2 столбика с накидом. То есть мы здесь также повторяем. В каждый второй столбик я провязываю 2 петли, то есть делаю прибавку. И так мы вяжем до конца ряда. В каждую вторую петлю добавляем. Теперь в конце ряда, вот здесь я провязала 2 петли. Вот здесь я еще провяжу между одну петлю. И теперь закрываю ряд соединительной петлей. И в общем я провязала в этом ряду 30 столбиков. 4-5 ряд мы делаем следующим образом. Если вы знаете, сколько вам столбиков нужно полностью для вашей ширины, то в 4-5 ряду можно добавить столько столбиков, сколько вам необходимо. Можно добавить пару петель всего лишь, можно добавить, допустим, еще в каждую 5-ю петлю. Я для своего размера, мне примерно 32 петли хватит для моего объема. Я здесь прибавлю в этом ряду еще 2 петли. То есть я прибавлю в начале ряда и где-нибудь посередине ряда, можно по бокам сделать прибавку. Вы же смотрите, сколько вам петель нужно. Быть может, даже можно уже в 3-м ряду меньше петель прибавить, если вяжете на совсем маленькие размеры. То есть я в этом ряду делаю прибавку, как я уже сказала, 2 петли. То есть я сделаю в начале ряда. Вот здесь я сделаю первую прибавку сразу в первую петлю. И потом еще посередине с другой стороны сделаю еще одну. Вот здесь, например, сделаю еще одну прибавку. И потом я буду вязать пару рядов без прибавок. Вот так, теперь я вяжу в каждую петлю по одному столбику. И с другой стороны я еще прибавлю одну петлю. Теперь я примерно провязала половину. И теперь прибавлю одну петлю. Вот эту вот в среднюю петлю провязываю 2 столбика с накидом. И вяжу дальше также в каждый столбик по одному столбику с накида без прибавок. Ряд я также заканчиваю соединительной петлей. И теперь мы продолжаем вязание без прибавок. Теперь я вяжу в каждый столбик по одному столбику с накидом. И так мы провязываем в общем 10 рядов длиной. Просто вяжем в каждый столбик по одному столбику с накидом, так чтобы у нас в общем получилось 10 рядов. Я 10 рядов провязала, теперь вот выглядит таким образом. Теперь мы можем сделать следующее. Мы примеряем к ноге
У нас получается так, что вот здесь вот в подъеме нога у нас шире, чем вот здесь внизу. Поэтому можно в следующих рядах еще прибавить петли. То есть я, например, могу в 11 и в 13 ряду дополнительно еще прибавить петельки. Также могу с каждой стороны, я прибавляю по одной петли. То есть я прибавлю в начале ряда одну петлю и потом посередине. Вот здесь в начале ряда я делаю прибавление. Провязываю петли до середины, и с другой стороны я также прибавляю еще одну петлю. Вот здесь я до середины. Здесь середины провязала, и теперь здесь прибавляю еще одну петельку. Провязываю ряд до конца. И таким же образом я провязываю в 13 ряду. Также прибавляю 2 петли. 12 ряд мы провязываем без прибавок. Если вы вяжете на большой размер, то можно прибавление еще сделать, допустим, в 15 ряду. Четырнадцатый ряд я провязала без прибавок. Вот так у нас теперь выглядит. И теперь мы делаем следующее. Вот здесь эту нить я отрезаю для того, чтобы вот эти соединительные петли у нас были по центру подошвы. Можно, конечно, продолжать и вязание, в принципе, дальше, но тогда у нас вот эта вот полоса, она будет сбоку. Я решила ее сделать по центру. Вот, теперь мы делаем следующее. Мы вот здесь с верхней стороны отмечаем посередине 10 столбиков с накидом. То есть считаем 10 столбиков, чтобы они примерно по центру были сверху. И вот так вот отмечаем их. Вот, отметили. И теперь это у нас вот 10 петель для нашего выреза. И теперь вот здесь сбоку мы начинаем или продолжаем вязание. Беру нить. И теперь я вяжу в каждую петлю, в каждый столбик вяжу по одному столбику с накидом. И вяжу до следующего маркера. Маркеры можно теперь убрать. Если у кого-то побольше размер, можно связать, например, или оставить посередине 12 петель. Но на такой размер 38 достаточно 10 петель. Вот, теперь мы делаем следующее. Лучше всего померить. У нас вот здесь сбоку, если мы будем прямо вязать, то пятка отпустится. Поэтому здесь сбоку я делаю также прибавление. Так же, как мы уже делали, с каждой стороны я прибавляю по одной петле. Я начинаю следующий ряд также с 3 воздушных петель. И вяжу
в первый столбик делаю сразу прибавку, вяжу 2 столбика с накидом. Теперь вяжу дальше в каждый столбик по одному столбику, и с другой стороны также делаю одну прибавку. Вот я связала до конца, и теперь делаю одну прибавку. И еще раз последний столбик я вяжу здесь в конце ряда еще один столбик. Следующий ряд я вяжу без прибавок. Можно в каждом четном ряду, например, прибавить с каждой стороны по одному столбику, для того, чтобы пятка у нас поднялась. В зависимости от того, какой будете еще размер вязать, можно провязать больше или меньше прибавок. То есть я делаю прибавку во втором и в четвертом ряду. И потом посмотрим. Вот я провязала в общем 6 рядов. Во втором и в четвертом я сделала еще прибавку. Вот так сейчас выглядит. И теперь мы с вами будем провязывать последний ряд. В принципе, здесь как раз будет достаточно. Можно еще дополнительно ряд связать, смотря какой у вас размер. Просто меряете и смотрите. Вот примерно, если один ряд мы провяжем, то здесь вот как раз соединится как бы 2 ряда вместе. У меня последний ряд, он ложится как бы с двух сторон. С одной стороны, вот здесь, и с другой стороны. Это как раз вот расстояние, которое, в принципе, должно хватить полностью для всей длины. И теперь мы будем ввязывать пяточку. Для пятки я посередине отметила 6 петель. Если у вас нечетное количество, то можно и 7 петель отметить, в зависимости от того, какое у вас количество петель. И теперь я начинаю вязать ряд. Вяжу 3 воздушные петли и вяжу столбик в каждый столбик с накидом. По одному столбику провязываем. Вот я довязала до наших маркеров. И теперь вот здесь за 6-й петлей, здесь у нас 6, в 7-ю петлю я завожу крючок и провязываю столбик с накидом. Вот теперь мы маркеры можем поубирать, они нам сейчас не нужны. Вот у нас здесь, да, сначала провязываем все столбики оставшиеся до конца ряда. Вот у нас такое отверстие получается. И это отверстие мы потом складываем, и у нас получается пяточка. Оно у нас закругляется за счет этого. Ну, то есть вот таким образом мы ее сложим потом, и нам нужно будет вот здесь прошить. И за счет этого у нас округленная пятка получается. Теперь я разворачиваю все наизнанку. Теперь мы можем задний шов с вами прошить. Я одну нить отрезала, буду прошивать одной нитью и крючком, соединительными петлями. Вот таким образом у меня петля. И вот с этой стороны завожу крючок и протягиваю вот эту петельку вот сюда, на эту сторону.
Вот, и теперь мы зашиваем соединительными петельками. То есть у нас вот здесь всегда вот по две вот эти вот, ну как косичка идет. Я захожу за внутренние вот эти вот дужки. Вот здесь захожу и с внутренней стороны, с другой стороны также. Вот так продеваю нить. И теперь продеваю левую через правую. Хорошо затягиваем, но только не сильно. И также внутренние вот эти вот две дужки протягиваем нить. И левую через правую протягиваю. Вот такими соединительными петлями я прошиваю, соединяю задний шов. Вот здесь я полностью прошила. Вот так вот выглядит с лицевой стороны. И теперь здесь уже можно вот так соединить и прошить также и иглой обычной вот с этой стороны. Вот так я зашила. Вот если теперь посмотреть, то у нас пяточка здесь вот такое округление получается. И теперь нам с вами осталось только обвязать вот здесь сверху вырез. Можно обвязать, можно, конечно, и так оставить, кому как нравится. Вот таким образом я обвязала наш вырез. Столбики без накида я вязала. Вязание начинаю с заднего шва, где-нибудь посередине вводим крючок, берем нить, протягиваем и вяжу первую воздушную петлю. И где-нибудь сейчас теперь рядом тоже заводим крючок и провязываю столбик без накида. И теперь вот у нас здесь вот эти вот лежачие столбики, скажем так. Вот в каждый такой столбик я провязываю, вот здесь видно, где у нас ряды провязаны были. В каждый этот столбик я провязываю по 2 столбика без накида. Вот здесь у меня следующий столбик, сюда я тоже провязываю 2 столбика без накида. Ну, где у нас видно вот ряды, в каждый вот крайний столбик или в крайнюю петлю я провязываю по 2 столбика без накида. Вот здесь впереди, здесь мы видим, где провязывать, то есть я здесь провязываю в каждую петлю, то есть у нас здесь было 10 столбиков, которые мы провязали, я провязываю по одному столбику без накида. В каждую петлю по одному столбику. Вот здесь мы провязали последнюю петлю, вот здесь. И теперь переходим на вот эти вот лежачие столбики. В каждый столбик опять же по 2 столбика без накида. И так мы провязываем до конца ряда. Теперь я в конце ряда. Здесь можно сделать соединительный столбик. Или же, если кто-то хочет провязать второй ряд, можно без соединительного столбика просто дальше провязать еще один ряд столбиков без накида. То есть я вяжу в каждую петлю первого ряда также 1 столбик без накида. И так провязываю еще полностью весь ряд. И в конце потом можно будет
соединить. Теперь я вот здесь в конце ряда, теперь мы все это соединим. Вот здесь у нас середина, я завожу здесь крючок, протягиваю нить и делаю соединительную петлю. Теперь я вытягиваю подлиннее и отрезаю нить. Ну и так у нас получилась такая обвязка. И теперь нам осталось только убрать все оставшиеся кончики, все нити. Вот так я отрезаю, вытягиваю. Теперь я вам покажу, как я убираю свои ниточки. Хорошо затягиваем. Беру потоньше крючок какой-нибудь. Вот завожу вот здесь где-нибудь крючок сбоку. И протягиваю эту нить немножко ниже, чтобы она у нас сверху не оставалась. Вот так пару раз. Можно чуть ниже протянуть ее. Вот теперь я делаю следующую. Я одну нить протягиваю где-нибудь. И вот так завязываю узелок. И теперь еще можно обе нити пару раз вот такие протяжки сделать. И теперь можно, в принципе, и отрезать. Можно еще раз протянуть где-нибудь. Ну, вот теперь отрезаю. И таким образом можно остальные нити обработать. Также я завязываю узелок. Теперь протягиваем чуть пониже нитку. И теперь отрезаю. Ну вот, в общем-то, и все. Мы с вами полностью все закончили. Я вам желаю приятного просмотра. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Буду очень рада. И до следующей встречи.